камера только включилась. РБ едет? РБ не едет, вот если бы там... GZ на РБ коробке был бы. Серег, ты куда приехал? Я на РДС. На РДС? Да. Сегодня будут парные заезды? Но у нас Олдисток РДС только теперь такой. Только парный? Только парный. Ну все, парни, пойдем. Парни. В общем, Аба положил коробку, точнее диск сцепления. Я тут на правильном питании ночью, а там вон делегация думает, что делать с коробкой. Что делать с коробкой? Думаю, папа вызывать вообще. Папа? Сходила. Что-то, короче, вообще не везет на сцепление. То коробка, то втулка, то, блин, вот сварили диск керамический за 15 тысяч и нифига не походило. Короче, вот стоим в центре города, не знаем, что сейчас делать будем. Самого мощного зацепили. Что за наклейка, Кто пацаны? поедет с ним, он дорогу не... Подъехали к боксу уже. Че, как доехал? Дорога легкая была? Вообще хорошая. Нормально? Жопа, это было дико мягко, Никитос, мне кажется. Дикая получается? Дико мягко. Слушай, получается, надо будет переварить Катковское все-таки, еще раз покататься, я же люблю. Любелю. Подкапотка готова. Покрасил уже все с флейком. Уже все под лак залил. Короче, процесс не стал растягивать, расписывать, потому что на улице поднимается ветер. И все с пола поднимает. Всю пыль, грязь. Но мне повезло, короче, сегодня нормально. Покрасил, сейчас жду, пока лак встанет. Кто-то спрашивал, чем я крашу. В интернете очень много есть информации, в принципе, как красить. Я крашу таким вот пистолетом лак. Дюза 1.4, давление 2. Это какой-то японский пистолет. А базу я сегодня наносил Иватой W101. Также Дюза 1.4, по-моему, здесь. Удобный бачок. В недоступные места можно залезть. Также покрасил болты, немного флейков на них накидал, ну совсем чуть-чуть. Ну и подкапотка тоже тут плохо видно. Их здесь чуть меньше, ну тоже нормально. Ну вот, результат. Включил тут все возможные лампы. Надеюсь, камера передает эффект. Короче, мне нравится, как выглядит. Так и задумывал. Не знаю, насколько это практично, сколько это походит, но выглядит достойно. Подкапотка сохнет, а я решил рычагами заняться. Вот, сварил на кондукторе прихватки. Сейчас поеду к пацанам на шинку обварю, потому что у меня сварка не сильно мощная. И буду собирать переднюю ходовку для установки мотора. Варю здесь рычаги, чуть-чуть подвариваю, даю остыть. Короче, изначально вот так выглядит. И все здесь проваривается. Рычаг сварен, проварен хорошо. Я решил сделать вот такие вот фаски. И в них еще раз заплавиться, чтобы была площадь проварки больше. Ну все, рычаги готовы. Вот так вот они выглядят. Сейчас обработаю их кругом шлифовальным и поменяю сайлентблоки. Сегодня по плану собрать ходовку. В общем, обработал рычаги. Решил обварить. Так вот у меня получилось. Сейчас эти дырочки еще заплавлю. В принципе, аргон варит нормально. Ну все, рычаги готовы. Обварил, почистил. Сейчас вот выжигаю сайлентблоки. Выжигаю сайлентблоки таким способом, нагреваю внутреннюю втулку.
и она изнутри начинает вываливаться. Когда она выпадет, потом все обгорает очень хорошо. Все, один рычаг уже готов, запрессован. Сейчас буду прессовать второй. В принципе, ничего сложного. В принципе, ничего сложного, вот так вот прессуются сайлентблоки в рычаги. Собираю балку, ставлю рейку, запрессовал сайлентблоки. Еще ставлю вот такие спейсеры, не 4 мм. Они вот так вот сюда ставятся. Естественный упор у рейки заканчивается вот на вот этом вот месте, на рулевой тяге. Если положить сюда спейсер, то тяга будет проваливаться дальше. И это даст небольшой ход рейки. В общем, поставил ступицы, чуть-чуть настроил развал. Сейчас прикручу диски, тормоза. Можно будет мерить колеса. Я хочу померить базу, насколько широко мне придется накидывать проставку. Ну и вообще, как это все будет рулиться, в каких углах. Ну что, ходовка на месте. Даже примерил расширение. Примерно прикидывал, сколько нужно будет накинуть проставку. Ничего накидывать не надо, все так и будет. Колесо 8,5, проставка 1,5 сантиметра. Расширение пока еще не прикручивал, так просто примерил. Что у нас по вывороту получается? Выворот очень большой. Скорее всего, буду ставить стопор, приваривать сюда на рычаг. Напомню, по спекам у меня стоит сошка 1.3 от стокового Акермана. Рычаг плюс 4, теншн, тюн, верхний рычаг, тюн. По настройкам развала схождения пока непонятно, еще не точно все стоит. Здесь есть запас небольшой, рулевой наконечник, об диск не трется. Нижние рычаги на максимум выдвинуты наружу для максимально широкой базы. Переживаю, что в большом угле будет закусывать руль, и из большого угла придется руль доставать. Поэтому хочу наварить сюда стопор и сделать выворот чуть поменьше. Где-то вот примерно вот так. Вот в эту сторону выворот. Видно, что ничего не цепляется. Запас еще есть. С этой стороны все выглядит вот так. Что у меня получается по тягам? Стоит у меня 110 наконечник, обязательно с гровером. Тяга стоит от сотой Короллы. Она идет по длине 31,5 сантиметров. И спейсер в рулевой рейке 4 мм. В принципе, вот и все настройки. По завалу, кастеру и схождению будет информация позже, когда поеду на развал. Диски, скорее всего, эти и будут. Они боевые. Оригинал Сверкай, но они уже повидали. Но я думаю, ничего страшного. Если что, подварим. Сварка есть. Сейчас в планах опустить машину. И завтра, по идее, мы уже будем ставить мотор с коробкой. Ну а дальше обвязывать его проводкой. Сейчас главная задача поставить мотор в базу. Ну что, сегодня день X. Ставим мотор в Альтезу. Поменяли подшипник, прикрутили маховик. Сейчас собираю коробку, поставил подушку. Тут потом все соберу, шифтер на месте уже. Сейчас будем прикручивать сцепление, потом коробку и потихонечку ставить. Надо еще заклеить стаканы, чтобы не покоцать вот этой вот штукой. Еще при покупке на сцеплении заметил такую тему, что вот этот диск прижимной чуть-чуть выгнут, совсем чуть-чуть. И у него внутренняя часть вот получается нерабочая. Ну и на диске тоже видно, что она не работала, хотя сцепление практически новое. Ну, видно, что здесь даже не сточилась ступенька. На камере, наверное, видно не будет, но не суть. А прижимной диск прямой, ровный, все с ним окей. Вообще, в принципе, сцепление очень хорошее по состоянию, в отличие от того, что я смотрел и видел. Поэтому я думаю, что на керамических сцеплениях это какая-то болячка, может быть. Думал, что с этим делать. Можно купить прижимную пластину, поставить. Она 4000 вроде в Аджесе стоит. Но, судя по всему, куплю я новую пластину за 4000, поставлю, и она также выгнется за пару проездов. Поэтому буду добивать так. Надеюсь, сцепление сезон походит. Потом просто куплю ремкомплект, поставлю и дальше поеду. Хаб здесь съемный. Корзина тоже в хорошем состоянии. Подшипник хороший. В общем, сейчас буду ставить. Сразу замерю диски свои перед установкой, чтобы потом посмотреть, какой был остаток. Первый диск, который идет к маховику, 4,5, наверное, 4,4. Также он в другом месте. Ну да, 4,5. Так, а это следующий диск, у него тоже 4,5. Это 4,5 также. Ну, плюс-минус одинаковые показания. В общем, диски как новые. Я говорю, сцепление по состоянию вообще как новое. Посмотрим, как быстро оно сотрется за сезон. Все, сцепа установлено, все на месте. Сейчас будем коробку ставить. Ну давай что, попробуем потихоньку вперед, Дима. Ты, если что, ты сможешь, да, натяг делать? Ты же можешь мотором управлять, конечно. Давай сейчас. Ну что, Вемс? Главное, чтобы мои игло в тоннеле не забивало. Еще можно ехать. Скажешь, когда хватит? Давай, катайся. Димон, приглядывай. Приглядываю. Это вот Когда ты вниз натягиваешь, еще расстояние есть. Да я натягиваю. Что делаем, пацаны, еще? Ну вообще. Хорош, наверное. То есть, Дим, тебе надо влево-вправо, а Егор как бы на себя натягивает.
Вот, все правильно. Дима, там моторный щит нормально у нас? Моторный щит у нас нормально? Вот, смотри, у нас все заебись встает. Сейчас смотри, чуть-чуть еще опускаю потихонечку. Вот мы прям на подушке метимся. Пап, ты тоже бы помог что-нибудь? Я смотрю, куда сунуть рыло. Вот подушку направь, Диме. Так, это есть. У вас попало? Здесь, да, вот на этой стороне. Сейчас Там их потихонечку. подрепетирую просто. Все, опускай. Вот так. Тут подушку попала. Попало, да? Короче, все стоит. Все поставили без повреждений. Короче, все, мотор дома, мотор на базе. Единственный момент в том, что траверса, короче, не подходит МКПП. Ее придется переделывать с новой жесткой подушкой. Она на сантиметр не вкручивается в кузов. По балке ДВС и поддона. Видно, не видно. Я попозже еще сниму. Короче, расстояние там вообще маленькое. Ну что, проблема теперь с траверсой. Решаем проблему. Вот моя траверса. Это сток 3S траверса. Видно, что я распилил отверстие под болты. Тем самым сдвинул подушку назад. А здесь распилил отверстие под крепление. Тем самым сдвинул траверсу вперед. Вот моя подушка. Стоковая, которая была. Она у меня, короче, оторвалась. Ну и видно, да, изгиб сайлентблока должен быть ровно, а его как бы согнуло. И плюс она еще как бы играет. На этом, собственно, и прикручивалась подушка и стояла. Когда поставили подушку на сайлентблоках усиленную, там все стало ровно и, короче, сантиметра не хватало. Есть вот такая траверса от 90, она шире по креплениям, ну, видно, она, короче, не подходит. И есть еще решение, это с аристы. Получается, у нее изгиб, ну и отверстие под подушку сдвинуто чуть назад. Я надеюсь, что если здесь расширошить, как вот на этой, то все встанет. Но тесты покажут. Если все-таки не встанет, придется делать кастомную опору, но это уже другая история. Ну все, траверса коробки готова. Сместил отверстие под болты. Пилил вручную напильником. Часа 2, наверное, пилил. Все, теперь подушка сдвинется назад, а сама траверса сдвинется вперед. Сейчас попробуем поставить. В общем, ставим 20-е цельсиоры на стоковую ступицу GZX без эксцентриков. Момент в чем? Вот есть на ступице ответное ухо, нижняя часть. Оно, получается, расшарошивается напильником, либо шарошкой, кому как удобно. И, получается, прикручивается на стоковые втулки 20-го цельсиора. То есть можно с такой вот доработкой небольшой поставить суппорта. И, ну, еще придется подставить либо сошку под выворот, либо вот такие вот бочонки. И все, 20-е цельсиоры встают. Почти болт-он. Немного о проделанной работе вчера. Поставил стабилизатор, генератор, ГУР, накинул шкивый ремень. Просто поставил катушки, чтобы не валялись. Также поставил рейку с форсунками. Вчера еще примерял маслопроставку. Вот мой маслокулер на сезон. Но, скорее всего, я его продам и куплю поменьше. Потому что здесь он что-то как-то не очень встает. Не понимаю, как будут шланги выходить, проходить вот здесь. Непонятно. Надо смотреть с кулером, с радиатором. Ну, скорее всего, придется ставить меньше. Вопрос с траверсой также открыт. В итоге она не подошла, то что я пилил все зря. А вот подушка. Когда я ставил и прикручивал к кузову, у меня был натяг подушек. И ответная часть, которая сюда ставится, прикручивается, упиралась в обойму сайлентблока. Ну, это значит, что будет вибрация. Коробка должна стоять ровно по креплению, тогда сайлентблок будет работать. Скорее всего, сделаю кастом опору, либо закажу, пока еще не понял. Проблема сейчас стоит в этом. Надо поднять, замерить, прикрутить коробку и ставить на весуху. Дальше обвязывать проводкой и так далее. Предвижу вопросы, почему я здесь не покрасил. Здесь будет покрашено черным после окончательных подгонок масла радика на ГУР, потому что, скорее всего, здесь придется что-то наваривать, подваривать. И здесь все было по задумке черное. Пока что я еще этого не сделал, поэтому и не красил. Че, мы едем смотреть? Конечно, едем. Кто приедет? Ну, на брата Ивошкина. Кто приедет? Кто приедет? А кто приедет? Гоухар, что ли? РДС-щик. РДС-щик? А турбину он починил? А это задумано так. Да? А, ну это под сброс газа. Для большего эффекта. Под сброс газа, типа у тебя из-под колес дым? Да. Нормально. Не, это приедет РДС-щик. Ага. Он там уже всем все доказал. Я почему ничего Сейчас не понимаю, когда вы о чем-то говорите в группе, когда вы разговариваете так, я не понимаю, о чем вы говорите. Сейчас надо доказать все на улице, понимаешь? Мы, короче, собрались под мостом на одного местного дрифтера посмотреть. Сейчас постоим да поедем. Да? Всем привет. Всем привет, я Серега Стилов. Меня Серега зовут. Да я поснимаю. Что ты хочешь поснимать? Да у тебя же GoPro есть. Да мне похуй, да? Да мне похуй. Заебал. Короче, сейчас мы ведем видеоблог. Нахуй эти дрифты, короче. Егор, расскажи спек своей тачки. Лифт,
компостер, блокировка. Нахуй этот лес, надо ехать в лес. Хуета. Надо ехать в лес. Мага, расскажи спек своей тачки. Она снимает? Да. Что рассказать? Ну это, спек своей тачки, что у тебя стоит, там вообще, что по кайфу, что не по кайфу. Не Там. знаю, юзет стоит, блядь. Круг голы, слива подвеска, потом. На палке? На палке G160 от Голтеза. Нарди руль, блядь, особо не шарик. Пойдем покажешь, нарди руль самый заебись. Деревянный или пиздишь? Так. Руль деревянный, Мага не пиздит. Так, расскажите спек своей тачки. Екатерина. Кого успех? Спек. Что именно? Ну что у тебя там установлено, там, басовик, не басовик? Ты когда шел на эту тусовку, ты не чувствовал себя Колевичем? Это Владивосток, тут как бы все тусовки это Это Колевич. нормальная, да, тема? Ну да, это Владивосток. То есть, типа, пойдет. Тут только это, Кто? тут только сектор газа не хватает на огромных динамиках. Есть моменты вообще. Не, сейчас Моменты были. Сейчас приедут, в смысле, вот эти пареньки с автозвук. А, нет. А когда приедут гаишники, надо включить хоп-мусорок, чтобы... Чтобы нормально, и хоровод водить. А, хоровод, а потом типа плакать. Ебать, тут, короче, задроченный Лаурель за GZ отъебали. Говорит, что за хуйня? Вот, говорит, копы-то разошлись. Там. Ну да. Пидорасы 12.5.1 пришел. Получается, не копы, пидорасы, да? Да, в натуре. Слышишь, ну чё, я думал, все колоты на нелегал уехали туда напрямую, а они здесь. Или смысле хватило колотых на 2 тусовки. Ну да, это пизда. на 3. Машины стоят, люди просто стоят, снимают, да не дай бог что-нибудь. Вылетит и полет. Мы когда катаемся, ты, блядь, машины за бордюром все стоят. Все. На фарах Но у нас моргают. просто стиля такого нету и опыта как бы. Вчера была нормальная погода, образовали какую-то сходку, там какие-то дрифтеры местные собирались, ну вы все видели в видосе. А я по машине ничем не занимался, у меня были другие моменты, можно видеть вот эти моменты. Короче, покраска была полностью в круг, под заказ, так скажем. Машину вот накрыл, стоит. Сейчас подниму мотор, вымерю подушку, как должна стоять, и буду резать на плазморезе, скорее всего, крепление коробки, потому что делать кастом, как я уже показывал, не получилось.